Всем привет! Сегодня будем опять обустраивать маленькую квартирку, маленькую скромненькую. Итак, я уже строила пентхаус для художника, такой большой, красивый, со студией, со всеми прибамбасами, с выходом на улицу. В общем, шикарные апартаменты для востребованного художника я построила. Но что же делать, если ты еще не востребованный художник, у тебя еще все впереди? Что же в этом случае, в общем, нужно делать? Нужно делать то, что делать студию из своей собственной квартиры. Так вот, сегодня я буду делать из этой небольшой квартирки студию для художника, для достаточно скромного художника, который не может еще похвастаться большими заработками. Поэтому все будет скромненько, все будет друг у друга на голове, так сказать. То есть все будет достаточно так захламлено. И, в принципе, у самого Сима, который будет здесь жить, для жизни у него, конечно, все будет, но всего будет по чуть-чуть. Но все, что необходимо, все как бы есть. Но большую часть, конечно, занимает мольберт, картины, холсты и все необходимое для того, чтобы писать картины. И для оформления я взяла обои в виде газеток. Мне кажется, они очень такие колоритненькие, классненькие. Они придают какое-то сразу такое ощущение того, что здесь живет непростой человек, можно так сказать, но в этом что-то, в общем, есть. Я очень люблю вот эти кровати, которые пришли к нам с эко-жизнью. Они такие простые, они такие немножко замызганные, потертые, протертые. Но, в общем, они очень даже колоритные, они безумно подходят ко всем вот этим постройкам, когда нужно что-то скромненькое построить, потому что они идеально вписываются, потому что они не очень. Плюс у них нету вот этих бортиков, спинок в голове, в ногах, ничего такого нету. Мне кажется, они прям очень крутые. И, в принципе, я за такие кровати, у которых нету огромных каких-то подголовников и всего прочего. Мне кажется, это все лишнее. Главное, матрас, чтобы был хороший. Так вот, над кроватью здесь куча всяких открыточек. Мне кажется, если ты художник, тебе нужно вдохновляться. Что-то у меня со сложными словами сегодня проблемы. Так вот, нужно искать где-то вдохновение. Если ты скромный художник, ты не можешь путешествовать. И поэтому открыточки, мне кажется, идеальны для этого варианта, что можно посмотреть, помечтать и как-то, в общем, вдохновиться на новую картину. На самом деле можно писать потрясающие картины, даже не выходя из дома, не видя вообще вживую все это дело. Такой вариант, конечно же, тоже и есть. И для жизни я поставила еще, конечно же, комодик и такую, типа, импровизированную книжную полочку. Не импровизированная, она работает как книжная полка. В общем, что-то такое есть, плюс кухонный уголочек я вот сейчас буду делать. Все необходимое есть. Единственное, что только потом я поняла, что я забыла плиту, но я поставила микроволновку. Поэтому, можно сделать вид, что так оно и будет. То есть этого будет чисто технически достаточно для того, чтобы Сим мог поесть. И если человек не сильно заморачивается по поводу своей еды, то, в принципе, микроволновки и маленького холодильничка должно хватить. Плюс я, в общем, отступила от своей любимой традиции ставить просто обычные столы, вот эти тумбы большие, вешать, не ставить, а вешать. И постаралась сделать полочки, захламить их как полагается в квартире. Но не знаю, в общем, в целом у меня получилось, я не очень довольна, потому что, я не выдержала общую тематику, потому что понаставила там кучу всего. С одной стороны, мне показалось, что это очень правдоподобно выглядит, потому что, особенно, когда мы долго живем в какой-то квартире, если у нас нету места, то любая полка начинает заполняться какими-то посторонними вещами, не обязательно это относится к кухне, поэтому
В целом в антураже квартиры мне она нравится, потому что вся квартира такая немножко подзахламленная, непонятная. И там где-то кружки, какие-то бутылки, стаканы, что-то такое валяется. То есть не самое чистое, потому что все-таки человек занимается творчеством. Ну, я не говорю, что все творческие люди грязнули, потому что я тоже вроде как к ним отношусь. Но, ну, бывают такие периоды, когда ты не особо заморачиваешься чистотой, а в основном творишь. И есть, в принципе, люди, которые не особо этим заморачиваются, и им вполне себе хорошо живется. Я их абсолютно не обсуждаю. Каждый живет так, как ему хочется. Не обсуждая, а осуждая. Так вот, я обставила эту квартирку с удовольствием, я давно ее задумывала, и что-то как-то никак руки не доходили, и вот я наконец-то до нее дошла, и она получилась такой, мне кажется, очень жизненной какой-то, не знаю, как это объяснить, но вот какой-то такой, мне кажется, достаточно достоверные. Я не забывала про дырки в стене, что они нужны, они важны для этого дела, для такой квартиры. Вот эти вот всякие прорехи и порванные обои, они, мне кажется, добавляют тоже такого интереса к квартире. То есть оно делает какой-то такой более интересной жизнью. Я, кстати, планирую сделать какую-нибудь из квартир, надо просто подобрать, что лучше будет, сделать ее вот по классическим таким, классическую советскую, что ли, такую, чтобы были подоконники, были батареи, был коридор и всякое такое. То есть такую классическую, привычную для нас квартиру, мне кажется, тоже будет интересно попробовать, потому что здесь все равно за счет того, что Sims это, как ни крути, это американское изобретение, тут как бы больше на американский манер, что нам всем, конечно же, очень нравится, но можно будет и такой эксперимент провести, чисто ради эксперимента. Так вот, в принципе, я уже практически достраиваю эту квартиру, там осталось чуть-чуть подзахламить остальную квартиру. Я, кстати, не обделила телевизором, я честно его поставила. Правда, на диванчик уже не вмещался, поэтому я одно креслице поставила, но телевизор есть. Человек не обделен, точнее, Сим. И я тут закончу быстренько с ванной, потому что ванна такая не сильно тоже захламленная, простая, с моим любимым душем. И как бы на этом я закончу. Все, приятного просмотра, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.